Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу немножко поболтать и рассказать о своем не совсем приятном опыте, который произошел со мной 1,5 года назад, а также хочу предостеречь вас об ошибках, которые я совершила, и чтобы вы, естественно, такое ни в коем случае не совершали, либо 10 раз думали, прежде чем сделать так же, как и я. Начну с того, что данная тема относится не только к фриволите, а к любому виду рукоделия, либо же мастерам, которые занимаются продвижением своего товара. Иногда с мастерами могут связываться люди, которые заинтересованы в вашем продукте, в ваших изделиях или ваших работах, как вам нравится, так можете называть. Это может быть как сотрудничество с блогерами, так и сотрудничество просто с заинтересованными лицами, магазинами, возможно, какими-то салонами и так далее. Буду рассказывать, естественно, на своем примере, как у меня это произошло и что не стоит делать в таких случаях. Ну что же, поехали! Как вы знаете, я веду свою страничку уже 3 года в Инстаграм. Кому интересно, я обязательно оставлю здесь свой никнейм, как я записана в Инстаграме, и выкладываю туда свои работы, а также делюсь своими мыслями. Изначально у меня мой аккаунт был просто как для привлечения клиентов новых, но потом он перерос в мой личный блог, и сейчас это, естественно, сборная солянка из моих работ, моих мастер-классов и так далее. Не будем вдаваться в подробности, но на тот момент у меня это был аккаунт чисто для продвижения своего товара. Итак, однажды мне приходит комментарий со словами, что девушке понравилось мое изделие. Это был, насколько я помню, браслет серого цвета. Я, естественно, решила девушке написать, ответила ей в личные сообщения. Мы с ней недолго переписывались, и она зарезервировала за собой изделие. Я данное изделие отложила, и она обещала мне написать в ближайшее время. Проходит не так много времени, девушка мне снова пишет в личные сообщения, и наш разговор с ней плавно переходит на немного личную тему. Мы с ней больше начинаем дружески общаться, и я узнаю, что у нее есть довольно интересная идея по поводу моих работ, и, если честно, я на тот момент заинтересовалась. Мне это было интересно, и мы с ней дополнительно решили созвониться и обсудить все по телефону. Мне понравилась идея, я загорелась всем этим и решила, что почему бы нет, почему бы не попробовать. На тот момент у меня не было никаких других интересных предложений, это было первое мое сотрудничество, я решила, да, нужно пробовать, почему бы и нет. События развивались довольно быстро. Через пару дней мы с девушкой обсудили, договорились по телефону о том, как будет происходить реализация данной идеи, обсудили нюансы, но так как все-таки такое общение подразумевает, естественно, еще и дополнительно встречу, мы решили с ней встретиться в начале апреля, и я, естественно, поехала, взяв с собой работу. Если честно, когда я приехала на встречу, мне не совсем понравился подход девушки, она мало того, что опоздала, мне пришлось ее ждать, но это ладно, ничего страшного, все бывает. Но когда мы сели, я показала ей свои работы, и она мне говорит такую фразу очень интересную: а что, это разве не бисер? Я говорю, нет. У меня, конечно, закрались некие сомнения в голове. Если честно, вот все-таки нужно доверять своей интуиции, но я пошла наперекор, решила, что все-таки я приехала в такую даль для того, чтобы встретиться с человеком, я хочу выслушать и уже в конце решить, стоит ли мне сотрудничать с ним или нет. Во время разговора ту невнимательность я решила списать на то, что девушка просто не рассматривала мои работы близко. У меня качество фотографий не позволяло, в принципе, рассмотреть все детально узелки. Но, если честно, наверное, если не присматриваться, то и не поймешь, что это фриволите, если ты не знающий человек. Поэтому я допустила мысль, что да, возможно, это казалось как бисер. Естественно, во время разговора я несколько раз сказала, что мне будет неудобно ездить к ней на постоянной основе, просто вот в этот раз я сюда приехала, и в случае чего девушка обещала мне работы мои выслать почтой в момент, когда мне это понадобится. Ну, естественно, мы не оговаривали с ней сроки, просто решили попробовать, все, ударили по рукам, я сделала фотографию своих работ, их было 7 штук, и я ушла. Конечно, сейчас вы скажете, что я сделала большую глупость, почему я просто развернулась и ушла, почему я не взяла никакого, возможно, письменного обязательства, почему я ничего не подписывала, почему я не брала за это деньги. Ну вот, если честно, да, я поверила на слово. Я человек такой немножко доверчивый, иногда могу сплоховать, если в этой сфере ни разу не пробовала себя, но это уже, как говорится, чисто моя проблема. Нужно было все-таки думать головой раньше. Итак, работу я отдала, мы договорились, что спишемся с ней буквально через 2-3 недели, и, естественно, я выждала
данный промежуток времени девушка мне не написала сама. Я писала ей в личные сообщения первой сама. Кстати, смотрите, здесь периодически сбоку я буду прикреплять сообщения из нашей переписки, она у меня сохранилась. Я не буду никакие имена вставлять, потому что мне ни в коем случае это не интересно. Я не хочу кому-то там испортить репутацию, я просто хочу вас предостеречь. Вот и все. И, как видите, девушка немножко с негативным подтоном отвечает ей, что ей некогда, она сейчас не может, занята и так далее. Я решила, что и мне тоже не горит, и оставила все до лучших времен. Спустя еще 2 недели я решила написать повторно. И как вы думаете, что я услышала в ответ? Я услышала довольно такие размытые ответы, поэтому я ей сказала, пусть она пишет мне сама, когда ей будет удобно, но до середины июня мне так никто и не написал, я пишу в 3-й раз сама. В середине июня я начинаю подозревать, что что-то не так, потому что никаких подвижек по нашей идее не было, значит, может быть, ни время, ни место, возможно, она уже перегорела идеей, ей это все неинтересно. И я первый раз немножко тонко намекаю, возможно, мне стоит забрать с работы, на что, естественно, сразу я получаю ответ, что подвижки есть, что девушка работает в данном направлении и нужно подождать еще немножко. Это если вкратце. Мы с ней договариваемся на то, что она опять сама напишет мне, когда будут какие-то результаты. Я забрасываю все это дело. У меня, естественно, уже был на тот момент работал мой канал, он не был таким активным, я выпускала видео раз в месяц. Я уже начинала двигаться в интересном для меня направлении, я загорелась новой идеей, поэтому я отложила нашу переписку и немножко даже, если честно, забыла про это все. И уже зимой, представляете, проходит полгода, я пишу еще раз. Да, я пишу еще раз сама, потому что у меня назревала тогда ярмарка, первая в моей жизни. Я очень переживала, что мне не хватит работ из наличия, и я ей написала, что я хотела бы забрать свои работы, их, конечно, немного, 7 штук, но я бы хотела это сделать, потому что вдруг они мне пригодятся. Девушка, естественно, сразу очень негативно это восприняла. Она сказала, что почему я ее заранее не предупредила, почему я не написала ей раньше, хотя на тот момент до ярмарки оставался, по-моему, целый месяц, насколько я помню. Да, ну, я решила все свести на дружескую ноту, мы с ней договорились списаться в конце месяца, и она ответит мне, когда сможет выслать работу. Я подумала, что, возможно, просто опять человек занят, у него какие-то есть свои проблемы. Ну, то есть я нашла для себя кучу причин, почему человек мог сделать так, а не по-другому. В конце месяца мы с ней списываемся еще раз, и она мне говорит, что, к сожалению, у нее не получится, и выслать работы, скорее всего, она не успеет, и вообще вызвать она их не может. Последнюю нашу переписку я, естественно, уже стала осознавать, что работы мои либо уже проданы, либо девушка их потеряла, либо девушка их просто кому-то подарила, отдала, не знаю, сделала с ним все что угодно, но просто их на руках у нее нет. И почему я так решила? Вот посмотрите на вот эту фразу, когда я прошу девушку прислать мне фотографию моих работ, потому что я же не могу ехать за воздухом тоже. И девушка пишет, что у нее нет возможности сфотографировать. Если честно, я уже тогда поняла, что писать девушке бесполезно, зачем себе как бы портить нервы. И вообще со всей ситуацией этой я решила, что нет смысла вообще связываться. Если мне даже не могут присылать фотографии их моих работ, то и ехать некуда. Я могу просто приехать на место, а девушка не придет. И к чему вообще я все это рассказывала? Да к тому, чтобы вы никогда не делали так же, как и я. Самое главное, я хочу предостеречь вас от моих ошибок. Когда вы хотите с кем-либо сотрудничать, обязательно нужно либо подкреплять все свои слова договором, который вы будете подписываться в двухстороннем порядке, то есть человек, с которым вы сотрудничаете, и также вы, и у вас должно быть 2 экземпляра. Либо же свои работы вы должны отдавать под залог, потому что я, по сути, привезла работы, отдала их на добровольных началах, и все. Я их, по сути, подарила. Поэтому будьте умнее и не делайте так, как я. Я просто уверена, что сейчас в комментариях вы будете говорить, как я сделала неправильно, но я ни разу не сотрудничала в таком формате. И для меня это было что-то новое, и все-таки человеку я доверяла. Я, видимо, может быть, еще такой человек по натуре, склонна к доверию, и в какой-то момент, как видите, мое доверие сыграло мне не на руку.
Поначалу, конечно же, очень злилась, мне было неприятно, но прошло на самом деле очень много времени, и я решила записать это видео для того, чтобы просто вы знали, возможно, кому-то данная история поможет, кого-то предостережет от ошибок, кто-то будет умнее, кому-то будет просто интересно послушать историю, как у меня это все происходило. Так что всегда думайте наперед и не делайте так, как я. Не надо. Ну что же, мне будет очень интересно почитать ваши комментарии по поводу всей этой ситуации, которая у меня произошла. Возможно, что-то новое вы мне посоветуете. Хотя, наверное, я немного даже благодарна этому человеку. Я вам даже скажу почему. Потому что как раз-таки ее предложение поступило перед тем, как я решила открыть свой канал. Это был на самом деле очень весомый толчок для меня, потому что в тот момент решила, что не нужно сидеть на месте. Ну а также большое спасибо моему мужу, который мне постоянно твердил, что у тебя все получится, предоставил мне возможность для съемок и место, он мне во многом помогал в самом начале. Если бы, конечно, бы не он, то, наверное, моего канала бы и не было. Но все-таки ситуация с этой девушкой, она немножко меня раззадорила, стормошила. Мне наконец-таки захотелось показать, что я умею. И я наконец-таки набралась смелости завести свой канал, и сейчас до сих пор благополучно его веду. Ну что же, я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было интересным и полезным. Также обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат, потому что у меня есть еще пара историй, как я сотрудничала с магазином, а также я сотрудничала с 2 разными блогерами, и что из этого получилось. Если вам интересно, то обязательно оставляйте комментарий под видео, и я в ближайшее время расскажу вам, что из этого получилось, как все было и вообще стоит, не стоит, как это все происходит. А также покажу пример, как нужно писать сообщения для того, чтобы вас заметили, с вами сотрудничали. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, до новых встреч, пока-пока!